Здравствуйте, я Александра Захарчук. Сегодня я хочу показать вам, как я готовлю ткань для ручной работы, для ручной сбор. Блоки первого месяца я перерисовала. Как бы они получились все разные, все сразу получились в рамочке, каждый в своем цвете. Разнесла их на запчасти. Вот полностью здесь есть роспись всех деталей. Голубой цвет, номер блока, фоновая ткань или просто ткань самого блока. Затем я беру, распечатываю на бумаге мои заготовки. Иду к столу закроенному, подготавливаю ткани четко по их принадлежности к блоку, по размеру. Допустим, вот большой лист А4, в этой части у меня фон бежевый. Давайте приблизимся. Фон бежевый. В этой части вот это большой кусок, фон голубой. Видите, вот здесь находится голубая отметка, это разделение фоновой бежевой ткани и голубой фоновой ткани. Приклеиваю к лицевой стороне бумагу для заморозки. И иду на принтер. Устанавливаю мою заготовку в принтер тканью кверху, с той стороны, где будет проходить у меня печать. Захожу в принтер, выбираю лазерник свой, рамочка, выделяю, центровка, окей. Вот такие заготовки у меня получились. Они соответствуют размеру моего блока. Также я повторю со всеми 4 листами. Подготовлю сначала ткань, приклею на бумагу для заморозки и дальше по плану на принтер и печать. Самый большой прикол в том, что я чертила блоки по тому, как я их увидела в квилте, состоит в том, что блоки все, совершенно все блоки разного размера. И каждый из них надо чертить самостоятельно. Поэтому вывела я на печать только центральные части, а рамки буду вырезать отдельно и дотачивать центральные части, и потом уже переостанавливать под основной размер.
Всего вам доброго. До свидания.